Привет, друзья! Сегодняшняя прогулка у нас состоится в парк Горица. Я в него уже ходил, как-то 2 года назад снимал, но сейчас решил еще раз это сделать. И начнем мы наше маленькое путешествие с площади Независимости. Вот она здесь. А за моей спиной бывший торговый центр Белград. Раньше, в югославское время, это был торговый центр. Сейчас эта штука давно заброшена и вот находится в таком состоянии. Почему-то никто ее не ремонтирует. Ну что же, идемте смотреть. Вот сейчас идем по этой улице и выйдем сначала к стадиону, а за ним будет вход уже в парк центральный. Кафешки еще спят. Следующее видео я обязательно хочу снять про осеннюю Подгорицу и сделать такую прогулочку и показать вот именно красивые места какие-то. По разной халабуде мы с вами, конечно, полазим, наверное, еще. Но вот именно так. А вот здесь находится туристический центр. Вот в таком вот месте, там гостиница и туристический центр, где туристы могут сделать регистрацию там, ну и оформить какие-то бумаги себе нужные, я не знаю. Так, а здесь все украсили черногорскими флажками. Вот новую улицу, кстати, сделали. Я бы еще хотел бы сделать обзорчик и района Нововараш. Тоже ходил я как-то, сколько? 2 года назад, не помню уже. Но здесь многое поменялось. Вот там находится известное в определенных кругах известное кафе Корцо. Или Корзо. Корцо. Ой, что-то вообще у меня запутался. Но не важно. Вот, это кафе работает очень давно, с югославских времен. Там вроде как писали, что его держит эта вот семья до сих пор. Или потомки. И там самое вкусное мороженое. Итак, мы выходим к стадиону. Вот он прямо перед нами. К сожалению, фонтан сейчас не работает. Здесь довольно хорошее благоустройство, все очень чистенько и опрятно. А здесь находится Европейский дом.
Да. И здесь флаги Швейцарии, Евросоюза и Украины, что ли? Украины, по-моему, нет. Так замотан, не поймешь. Так, здесь вот благоустройство заканчивается, и начинается немножко вот такой вот поворот, где нет тротуара. Здесь бы им стоило, конечно, продолжить туристический такой тротуарчик. И вот здесь небольшое такое вот запустение с этой стороны на трибунах. Сейчас воскресенье, кстати, да, очень рано, народу мало. Я специально так вышел, потому что Подгорица — это такой город, где, если ты пойдешь вот так вот с камерой и будешь снимать, то будешь ловить очень много таких заинтересованных взглядов на себя. Блогеры тут не ходят. Вот там находится церковь, и, по-моему, там идет служба. Тут находится какой-то элитный дом. И там, конечно, тусят цыганята. Там надо перейти на другую сторону. Можно было бы снять прекрасную картину, вид на церковь, но вот немного портится вот это вот все. А вот тетенька дала им шоколадку на всех. И сейчас они ее едят. Вот это церковь Святого Джорджа. Нет, им так подают, они в принципе не навязчивые. А мы входим в парк. Видим неубранную мусорку. Ну ладно, давайте в конце концов смотреть на красоту, а не на мусорки. И вот такая осень здесь. 9 октября. Здесь живет котик. Кс-кс-кс-кс-кс. Ух, какой серьезный. Смотрите, как хорошо. Народу еще никого. Половина народа, наверное, в церкви. Половина спит. Так что вот это время самое отличное для того, чтобы в тишине прогуляться и поснимать все. Дяденька свернул шею аж. Я же говорю, когда пойду снимать Подгорицу улицы, это там даже... Ну, раньше ходил как-то, не знаю, в принципе. Но попадаются, да.
Идет человек, снимает видео, ну, снимает и снимает себя. Нет, надо что-то ехать, смотреть, комментировать там что-то еще вдали. Птицы не так поют, как весной, летом. Спят, может, еще. Так, у нас тут две дороги. Одна сразу туда наверх идет, а сюда мы попадем к Споменнику. И пойдем отсюда, сделаем кружочек. Потом в горку пойдем. Это был Медитеранский сад, так называемый. А впереди у нас Споменник, который связан с войной. Вот это вот информация про него. Так, что у нас внутри? Тут всегда закрыто. А внутри у нас вот так. По крайней мере, можно хотя бы вот так разглядеть. Поднимаемся по лесенке, посмотрим на это дело все сверху. Значит, дорожка еще вот проходит тут круговая там. Вот там идут люди. Но мы уже туда не пойдем и выйдем отсюда
люди так появляются. В основном какие-то спортсмены. Пришлось снять курточку. Хотя на улице показывает где-то плюс 16, но очень уже жарко. Солнце пробивается. Ну, не то чтобы прям уж вот палит, ну так. Еще и здесь по ступенькам, по горкам ходить. Ладно, идем дальше. Так, здесь у нас вот такая кафе-ресторан. Здесь, по идее, должен быть вот такой вот парк. Но он, не знаю, функционирует или нет. Написано, что закрыто. В общем, здесь вот такие вот штуки стандартно. Но, как видим, находится все это в таком состоянии, что уже требует ремонта. Они уходят вон туда далеко-далеко, да. Почему-то они его забросили. А вот зато кафе процветает. У них здесь все хорошо. И еще вот такой небольшой аттракцион есть вот с этой стороны, вот там. А здесь вот чувствуется осень. Смотрите, какие красивые деревья. Ну и вот это мое любимое с гигантскими листьями. Вот если не обходить и не посещать вспоминок, то вот по этой дорожке как раз сюда и приходим. Вот он, этот аттракциончик, маленький совсем, детский. Фиолетовые мусорные пакеты. Смотрится очень хорошо здесь. А мы идем вверх. С тех пор там что-то горело очень сильно. Я смотрел это по телевизору, в новостях. Потом там все это убирали, высаживали. И с тех пор вот я там не был. Вот сейчас посмотрим. А вот церковь звонит, слышно уже. Появляется какой-то народ. Не знаю, что он тут делает. На спортсменов не похожи. Просто гуляют. Это со скольки же утра они уже тут ходят? С рассвета. Довольно длинная здесь дорожка. Не знаю, насколько интересно смотреть этот однообразный пейзаж. Сейчас вот дойду вот туда на горочку, туда вот поднимусь. И там будут виды, там продолжу. Просто красивое небо среди сосен и кипарисов.
Здесь мы уже вот видим виды на Подгорицу. Некоторые лавочки здесь еще с очень древних времен. Здесь какой-то домик построили. По-моему, это для пожарных. По идее, здесь должны дежурить кто-то и быстро реагировать, если что-то загорится. Да. Да, ну. А вот здесь везде растут такие вот цветочки. Вот этот отрезок пути один из моих самых любимых. Есть такие молоденькие сосны. Как-то очень другая атмосфера. Солнце за тучами, слава богу. Но вот может скоро выйти. Горные пейзажи. Кстати, куча шалфея растет. Пожалуй, надо сорвать пару веточек и сегодня сделать спагетти. Спагетти будут с шалфеем, с оливковой пастой, пассатой. Какая у нас сегодня пассата? Граноро. И спагетти Донна Кьяра.
Вот так вот. Прям домой захотелось. Но нет, мы еще будем гулять. Отсюда слышен шум города, стройки, самолет взлетает, машины. Так издалека это немного нарушает спокойствие. Если была бы полная тишина, было бы еще круче. Это бежит за мной. Ну, у меня тоже спорт. Быстрая ходьба. По сравнению со всей Горицей, конечно, тогда сгорел совсем маленький, видно, так кусочек. Я вот не помню, был я, не был уже, но не снимал точно. Там у тетеньки тоже ходьба. Сколько сейчас время-то, интересно. И часы не показывают, когда камера включена. Вот в это время уже вот все спортсмены тут бегают. Хорошо, когда рядом такой парк. Я бы тоже каждое утро ходил бы здесь и делал бы такую вот, ну не пробежку, проходку быстрым темпом. А вот впереди видно уже деревья чуть подгоревшие, кажется. Да, точно. Я был здесь после пожара. Еще шли такие, смотрим, ну, осень, что ли. А это, оказывается, деревья все погорели, пожелтели из-за этого. Вот это, получается, само засохло или горело, непонятно. Ну, похоже, здесь так восстанавливается лес. Потому что тогда было совсем, выглядело все очень страшно. Вот здесь, к примеру, да. Тут вот все выгорело. Ну, тут уже и трава. Деревья, кстати, вот они не все почему-то убрали. Эти сгоревшие. Вот, например, здесь, да. Только большие спилили. Хотя вот нет, вот это еще стоит. Не знаю почему. Может, ждут, вдруг восстановится. А вот здесь вышли из леска, и такая какая-то сразу осенняя атмосфера. Прямо в воздухе чувствуется. Да, здесь вот они вот попилили все, но еще здесь им надо, конечно, перебирать это. Что-то они тут это дело забросили. А вот и солнце вышло. Интересно. Жарко. О, сразу так пригревает. Вот здесь, по-моему, все было такое сгоревшее. Там еще остались деревья. Но травка уже немножко все скрашивает.
вот оно, солнце. Да, жалко, что ж они здесь не убрали. Они просто вот свалили вот это все дело. И вот сколько оно здесь лежит уже. Вроде здесь и субботник был. А то и не один. Местные жители выходили, помогали. А все пока вот на таком уровне. Тут должна быть лавочка, если она не сгорела, конечно. С видом. И на ней можно отдохнуть. Снимать против солнца не очень комфортно. Вот этот отрезок пути тоже очень красивый. Здесь очень так позитивно идти. Хорошие виды. Где же наша лавочка? Что-то странно, наверное, она сгорела, обгорела, и ее убрали. Придется, как говорится, пешком постоять и панорамку снять красивую. Зато теперь здесь везде стоят вот такие вот пожарные гидранты. Вот это что же надо спилить? Вот, это вот единственное из лавочек, что здесь предлагается на данный момент. Не знаю, она вообще можно на ней сидеть, да, как-то. Итак, друзья, великолепная панорама. Вот там райончик Сити Кей слева. Это район Загорич. Вот здесь у них очень видно, там вдалеке большой сосновый парк. Хорошо бы туда прогуляться будет. Ну и вообще хотел пройти вот туда, вот на ту гору. Там дойти вот так вот, там дорога какая-то идет, такая видно. Все, побежали дальше. Потому что не сидеть я сюда пришел. А вот же лавочка. Вот она сохранилась одна.
Так, сейчас у нас с вами два пути. Один вниз и один вон туда вверх. Я думаю пойти вверх, потому что вниз уже очень много раз ходил я. Вверху у нас находится теннисная такая площадка, баскетбольная, футбольная даже, да. Здесь, вот, я вижу это, здесь они насаживали молоденькие деревца, вот тут. И вот это все, половина уже умерла. Ай-яй-яй. И сосны, вот они насадили, половина тоже уже умерла. А такое мероприятие было прямо. Сейчас мы все Горицу тут засадим. Что людей так все отсняли, так с понтом. Ну и в результате все это выглядит вот так вот. Не пойми что. Даже никто не прибрал. Ничего. Ну, окружающая природа все равно все скрашивает, все равно все очень хорошо. Приберут уж, я думаю. Здесь вот собачками занимаются. Эти сосны тоже уже все. Они все обгоревшие снизу. И вот здесь закончился пожар. Хотя нет, тут сюда еще продолжался. Если бы они его вовремя не остановили, тут еще бы полгорицы бы сгорело. Вот это тоже. А вот эта сосна, кстати, хоть она и тоже снизу обгорела, а сверху нормальная, а рядом полностью сгорела, уже засохла. Возможно, они некоторые не спиливают, потому что ждут, может восстановится. А здесь площадочка такая тоже для спортсменов. Все, здесь уже ничего не горело. Тут все свеженькое, зелененькое. Так, я хотел шалфея. Тут еще возникает вопрос, надо найти такое место, где не выгуливают собак, чтобы его собрать. Потому что обоссанный шалфей совершенно не хочется в пасту ложить. А тут красивый пейзажик. Здесь что-то его совсем не наблюдается. Одни колоски.
Еще какие-то такие дорожки ведут вглубь леса. Смотрите, какой пушистый кипарис. Сейчас весь его сниму. Густой, густой. Туда залезешь внутрь, и тебя никто не увидит никогда. А тут они почти все такие вот эти. Так, подходим к развилке. Если пойдем налево, это опять на ту же дорогу, по которой мы сейчас шли, значит направо. Шалфей, вот он, растет, конечно. Вот что это за цветочки такие, скажите мне. Смотрите, какая красота. Они везде, притом не только в этом парке. Такие вот. Какие-то такие вот осенние цветочки. Вау, как вкусно. Но я думаю, что тут-то должен быть, по идее, чистый. Хотя здесь какие-то бумажки валяются, не знаю. Сейчас посмотрю еще какое-нибудь место. Все, вот. Сорвал шалфей. Прям держу в руке. И такой запах идет, чувствуете? Сейчас в сумочку его положу, и там будет ароматизатор. Еще тут живут черепахи, но чтобы ее найти, здесь надо, наверное, палатку разбить и неделю сидеть. А можно вот так просто пойти и нарваться на красивую большую черепаху. Собачки ко мне пришли. Vidi koliko je. Čekaj, da vidimo što može. Da vidimo ovaj zbor. Samo da uzmem ovoga mužjaka. Čina, vidiš? Да. Poslije djeca. Djeca. Здесь какой-то сбор собак. Да. Kako se je slatka djeca, ajde vidimo. Neka. И как их много. A vidi kako idu za njim. Aj ne boj se, jadna. Ti si prava majka. Dođi kući. Nećeš tamo dolje.
A vidi kako je slatko. A pogledaj, no. Ali kako je ona prava, brižna, nikakvih je... Вот так вот сел посидеть в тишине. Пойду на другую лавочку. Samo pazi da im se to ne pogubi. Neki kamen, evo. Какие-то местные лесные собачки, получается, они бегают такой огромной стаей. Так, вот эта лавочка, я надеюсь, будет тихая. Все, друзья, поставил себе задачу жить рядом с парком. Надо будет на Новый год еще загадать такое желание. Вот, кстати, видите, что я говорил про шалфей, что вот здесь вот его собирать вот около лучше не стоит, потому что здесь гуляют с собаками. А вот туда дальше, если... Ну, туда уж вряд ли они их отпускают. Они все свои дела тут около дороги делают. А теперь мы вышли вот на эту дорожку, как если бы я тогда пошел вниз, а не вверх. И мы пойдем сейчас вниз. Здесь мы посмотрим еще одну панораму. И идем вниз. Ну, что еще можно нарисовать на дорожке? О, солнце ушло, стало так прохладненько. Можно даже ускорить шаг. Да, странно, вот сейчас птицы вообще не поют. А летом, весной тут просто... Ну, вот так вот кто-то это орет. Летом, весной тут оглохнуть можно от пения. Куда-то они все улетают на зиму. Я чувствую себя спортсменом.
Вот уже почти все. Еще немножко. И вот здесь будет поворот на ту дорогу, откуда мы зашли сюда. Смотрите, вот это вот сооружение построено в 1948 году. Не знаю, что это такое. Это какой-то... Здесь труба. Непонятно, что это там такое находится. Что-то гидротехническое или электротехническое. Жалко, что маленький такой парк. Можно, конечно, еще кружочек. Ну ладно, оставим это. Может быть, в ближайшие дни сюда еще тоже приду. Но снимать уже, естественно, не буду. Потому что здесь уже все отснято, что только можно. Вот еще здесь ведут такие туда вниз тропинки. Туда можно спуститься напрямую, если что. Вот вернулись до кафе и этого аттракциона. Разворачиваемся, идем к выходу. Хотя я решил сделать еще небольшой кружочек. Вот оттуда, от вспомника. Сюда заходили. И вот по этой дорожке кружок. Есть еще туда дорога, вон туда я ни разу не ходил. Там какие-то машины стоят. Там, наверное, из Горича можно в этот парк. Еще второй въезд. Чтобы картина была полной, пройдусь еще и по этой дорожке. Там китайцы занимаются чем-то, какой-то своей гимнастикой. Очень мне нравится, что кругом скалы. Вот такие вот кусочки, огрызочки торчат, камушки. Это не китайцы. Это черногорцы. Какую-то китайскую гимнастику там делают. Ушу какой-то. Сейчас выйдем из парка и в темпе вальса до дома.
И вот он, вход на вспоминник. Вот такой кружок мы с вами сегодня, друзья, сделали. И здесь кто-то гимнастикой занимается. И сейчас предстоит путь через Нововарыш, через старый аэродром до дома. Вон позади меня уже какие толпы с детьми на экскурсию, на прогулку организованно идут. Так что сейчас здесь станет весело. Все, пора уходить. До скорой встречи, друзья.